напоминают что-то из старых ростовских эпизодов. Вот эти вот выбегания из дома с камерой, с оборудованием. Не туда. Сори, не привык. Ну ё-моё, блин. Сороки, блин. Ты тоже здесь? Мы стоим, болтаем, нифига себе, каким съебаем. Здорово, блин, где бы мы еще с тобой увиделись. Знаешь, скольким людям я здесь уже эту фразу сказал? Доброе утро. Он, короче, создан для багажника Huracan, на котором ты приехал. Прикольно. А что там лежит вообще? Стаб, GoPro, микрофоны. Все в одном месте и всегда с собой. Так, ты знаешь, где это открывается, да? Как это работает, знаешь? Там, да. Посмотри, он как залетает, как домой сюда. Понял, да, на какую перспективу? Вай, просто иди сюда. Слушай, ну ты, конечно, вообще супер нетипичную машину выбрал в Дубае покататься. Ну-ка, почему? Ну, в смысле, это вообще местный каршеринг как будто. Да, да. Huracan, мне кажется, здесь не воспринимаются. Слушай, а ты же понимаешь, что я пацан простой, как бы мне что дали, я это делал. Брат, согласен. Поэтому я тебя не осуждаю. У тебя очки крутые, я тоже такие хочу. Смотри, короче, рассказываю. Вот это вот ушедший бренд Uniqlo за 1500 рублей. А вот эта штука в Так. рыбацком магазине за 300 рублей. Слушай, вообще смотрится круто. Да, и все. А выглядит, ну, лайфхак, короче, а выглядит как будто бы Да. Balenciaga. Коллаборация. Карабалация, да. Да, карабалация. Карабалация. Да ты шо? Ну, Джонни исполняет, конечно. Блин, брат, мне так нравится. Прикольно, что локация изменилась, а люди те же в кадре. Я так этому рад, ты не представляешь, да. Камера настоящая, что ли? Да. Когда ты меня научишь уже снимать, блин? Тебе столько дружим, ни разу не научил. Не, это уже, слушай. Короче, мне тут настолько прикольно вот то, что вот люди в кадре, как я уже сказал. И я когда сюда приехал, меня пацаны тут настолько тепло встретили, как будто реально в Ростове, понял? Где бы мы ни были, у нас все равно, ну понятно, домашнего ростовского уюта не будет, но такое же теплое отношение будет в любом кайфе. Сейчас какой-нибудь трек заиграет такой, знаешь, душевный. Конечно. И нарезочка такая хорошенькая, да, будет? Да. Ну ладно, поехали. Брат, не в том режиме двигаешься, ё-моё. Господи, блин, я говорю, тучи, молния огромная начинается. Все, камеру. Все, можно. Let me introduce you to the featherweight queen. She got Hollywood eyes, but you can't shoot what she's seen. Her mama was a dancer, and that's all that she knew. 'Cause when you live in the desert, it's what pretty girls do. I'm throwing caution. What's it gonna be? Tonight the winds of change are blowing wild and free. If I don't get out of this town, I just might be the one who finally burns it down. I'm throwing caution. I'm throwing caution. Настало время самой лучшей рекламы. Дебетовая карта Тинькофф Black теперь в 4 дизайнах от современных стрит-арт художников, чьи работы вы могли видеть на улицах своего города. Вы получаете не только стильную карту в лимитированном дизайне, но и возможность начать экономить на своих покупках. До 15% кэшбэка на 4 выбранные категории трат, которые можно выбирать каждый месяц. До 30% кэшбэка за покупку у партнеров, их список постоянно обновляется. До 6% годовых на остаток с подпиской Тинькофф Про. Кэшбэк начисляется настоящими рублями, бесплатные переводы с карты на карту и по номеру телефона через СБП. Наличные можно снимать также бесплатно в
банкомат. Закажите карту Тинькофф в лимитированном дизайне по ссылке в описании прямо сейчас и получите стикеры в подарок. Рубрика «Друзья есть везде» продолжается. Теперь у меня помимо V10 есть выбор, на чем ездить. Вот такая классика на районе. 34-й кузов, 525-я, из Японии, в очень хорошем состоянии. Машина Довика, вообще идеально для Дубая. Чисто круиз тачка, не катаная, без тонировки, с какой-то легкой отермалкой и все. Ну и на апексах. Современно, но в целом смотрится неплохо. Вот этот звук открывания дверей, это вообще что-то. Такой кайф. Как будто кассету в видик засунул. Она на автомате. Все с завода, короче. Ну, я так понял, какие-то кнопочки он здесь менял. Но работает все. Работает климат, музыка. Вот такая тема есть. Bluetooth есть. Короче, покусано современностью. И главное, что все работает. Уф. И вот это. Где он? Кчал. Вот, рыжие стрелки. Сколько вообще в BMW были эти рыжие все стрелки. И все на них жаловались. А теперь в BMW появились мониторы, и на них все жалуются. Короче, я понял, в этом деле вообще не угодишь. Еще тут часы есть, которые реально ходят, работают, и они очень стильно щелкают. На камере 100% это не будет слышно, но вот каждую минуту, когда они сдвигаются, прям такой щелчок. Короче, прикольно в этой тачке, что у нее на каждую функцию своя кнопка, которая отдельно создана. То есть это не какое-то сенсорное меню, где запрограммирована куча разных кнопок, а здесь вот каждая кнопка, она что-то делает. Я, собственно говоря, почему никогда не снимал такие машины? Потому что мне не попадались в таком состоянии, и я даже не был знаком с такими тачками. А сейчас я понимаю, что вот такая 3-4 в свое время, когда ты ее выкатил с салона, это пипец, что за крутая тачка. Да, она там, может, не очень быстрая в плане удобства, в плане там электростеклоподъемники, климат, музыка. Ну и в целом качество мне прям очень нравится. И вот после Грузии, после знакомства с М5 и 34, я прям стал обращать внимание на всякие олдскульные тачки, которые вот в том же состоянии, такие капсулы времени или какие-то восстановленные. И мне прям это очень стало заходить. Йоу, пацаны здесь на районе ТТРС. Ничего себе. Брат, где встать? Привет. Рядом давай. Окей. Давай Так, Довик, это ты что заказал, брат? Это резистор для кондера. Новый прям? Новый, да. То есть реально производят на эту машину запчасти или это типа какие-то аналоговые заводы? Ну, это бывает, да, аналоговые заводы, но до сих пор, я так понимаю, что производят свечи. Bosch, да? Bosch. Ну, там, по-моему, у меня, по-моему, в оригинале тоже Bosch. Да. На М-ке. И... Свеча. Ты, короче, я понял. У тебя болезнь. Да, да. Я понял. Все нормально с машиной, но все равно меняет. Да, я понял. А это что, катушки? Это катушка. А у вас это как называется? Coils. Coils. Ну, по-английски. Короче, Довик, кто не понял, он из Литвы. Он типа нашинский, но чуть-чуть не нашинский. Некоторые слова он не знает. Да. Они какие-то перформансы. Типа более тюненные? Ну, гоночные, братан. Да, ты посмотри. понял. Какая.
Раз, два, три, четыре, пять, 6 катушек. Тюнинг в каждой стране происходит. Слушай, а ты вот здесь вот летом и оставляешь, да, машины просто под навесом? И ничего не плавится, ничего, все нормально? Ну просто летом тут до плюс 50-60. Ну да. Ну, в центре все равно побольше чуть-чуть. Здесь 40. Да? 40 максимум. Ну, я имею в виду, там всякие резиночки не сохнут, вот все эти моменты. Не сталкивался ты? Да, поэтому мне я смазываю силиконом. Силиконом? И помогает, да? Ну, я просто типа на перспективу, если сюда привозить машину, будет ли ей здесь комфортно находиться, вот за что я переживаю. Ну, Но в все равно целом, лучше в подъемном паркинге. Ну да. Летом. хотелось бы, Не конечно. очень чисто, но... Брат, поставь, ты что, не переживай, он стесняется, блин, всего. Все нормально, нифига себе. Ай-яй-яй, коллектор. Да. Ничего себе, красиво. Слушай, а тут тоже есть лампы? А, я понял, она Лампы расплавилась, в да? комплектации не было. А, ее не было? Тут не А мы, короче, в М5 открыли капот, да, и там бывает. вот такая лампочка, типа, чтобы удобно было ковыряться Да, под да, капотом. да. Вентилятор менялся, там менялся компрессор для кондера. Ну, это коллектор, Ну, да? ты просто в кайф это делаешь, правильно? Да. Блин, вот это правильно. Вот Кто-то это бы ездил идеальное и так, хобби. типа, надо, чтобы нормально было, все 100%, По-любому, 110% по-любому. работало. По-любому. Блин, вот этот капот, это вообще такой стиль. То, что он так открывается. Все, перчатки уже есть. Свечу достали. Вот такая катушка будет, какая-то тюненная. Вот здесь стоять. Все просто, как в Сильвии. В М2 я так не лазил еще. Вот мы Довику купили уже динамометрический ключ, чтобы все грамотно затягивать. Выставили уже здесь 30 ньютон-метров для свечи. Ну вот кошечка стоит. Блин, жалко, нельзя сюда просто привезти М2, чтобы на ней здесь покататься. Здесь с этим чуть сложнее. Здесь временный ввоз, тут такого понятия вообще нет. Если ты привозишь сюда тачку, ты ее должен растаможить. Таможня стоит 10% от рыночной стоимости М2 здесь. Ну и проблема, как ее доставить. Конечно, если будет какой-то вариант, или если вдруг кто-то работает, там, не знаю, летает на грузовом самолете или плавает на каком-нибудь пароме, судне и знает, как можно безопасно отправить сюда тачку, напишите по-братски. Но мысль эта с каждым днем все усиливается, потому что тут реально рай для машин. И кайф, чтобы М2 была вот во всем этом мире машин. Ну что, закрутил? Нет. Это что, LFA? Японский V10. Брат, ну японская E60, можно сказать, не? Она еще и зеленая. Она еще и на спойлере. Это, получается, кто-то привез ее покататься? Трофео R. С зеркалом личным даже. Со мной два талантливых человека. Это Ильгюм и Яна. Можно вас называть кафе-рейсеры, да? Нет? Или нет? Все. Азиз приехал, как обычно, фиг набрал, блин. Понятно. Я вообще не представляю, сколько стоит эта LFA. Фу, ля Феррари. Но я увидел ее вживую.
приехали самые первые, тут никого не было. Она еще и грязная, очень не в тему здесь. Впервые М4 абсолютно не в тему и совсем не ее здесь место. Будто кайф убрать ее, понял? Там чувак на X5. Да, согласен, ладно. Чувак на X5 стоит. У него он хотя бы чистый, понял? У нас просто грязь. Это не какое-то мероприятие, которое сейчас вообще происходит. Это просто трек-день в самом крутом, наверное, или в самом популярном автоклубе Дубая. Элитных спорткаров, естественно. И вот они перед треком собираются, красиво выставились, все это снимают. Короче, просто пацаны отдыхают. И потом выезжают на трек. Но, опять же, на треке они особо там на какое-то время не катаются, чисто по фану гоняют по треку. По-моему, это прикольно. Вот такая СТО из цирка приехала к нам. Мне очень нравится СТО, потому что она стала такая вся дутая, она стала заднеприводная. Ну, наверное, вряд ли в этом цвете она мне нравится. Как идеология машины, она мне очень нравится. Это вот еще раз М4, на которой мы приехали, грязная. Я пытался ее спрятать, но оказалось, что тут не особо я ее и спрятал. В Макларенах я не супер силен. Италия, черная, красиво смотрится. ГТР вроде. АМГ. Вот это вообще отдельная песня. 718 Cayman GT4 RS. Не просто GT4, а именно RS. Это в смысле, я только что смотрел на нее обзор в Топ Гире, а она уже передо мной стоит. Каркасная машина на ковшах, на карбончике. Она, по-моему, не идет на механике, только на ПДК. SF90 Defender. Согласен, он вообще почетно здесь стоит. F8, Италия, Huracan. Блин, вот это, по-моему, P1. Все Макларены на лицо одинаковые, но да, это P1. Это гиперкар, алло. R8, ну это прям ростовская классика. Вот это неплохо. Берлинетта, это TDF, по-моему, она называется в этом обвесе. Это какая-то типа версия Берлинетты. Либо это что-то кастомное. До конца не понимаю. Резина у него не по размеру, спереди узкая. Ну, очень жирная тачка. Так, это 720? Да. Я просто их не отличаю реально. Вот P1 я признал. А, нет, вот 720. Это тоже 720. Окей, а это что? Вот я их вообще... Вот это и тоже 720? Это тоже 720. Это Смотри, Huracan на каких-то сликах, полусликах, на 3 восьмерках спереди, Микки Томпсон сзади. Что-то тут не стоковое, мне кажется. 2 Италии еще. Huracan. О, это не Джонни Huracan, похож. По-моему, это на котором мы ездили. МГ ГТР, F8 в прикольном цвете, в серебристом такой. Мне нравится такой цвет. Aventador SV. 812. F8 кабриолет подъехал. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Слышали, крикнули Виталик. Это значит не просто так. Да пипец. Что происходит вообще? Вот я не знаю, как это можно как-то прокомментировать. Это Bugatti Diva. Брат, Нет ощущения, что это хозяин жизни приехал. что у него резонирует. Блин, мне кажется, на нем так жалко ездить ему. Он вообще вряд ли же он 400 на нем где-то разгонялся. Да, все порши сразу скромно так замерли. Ну вот, кстати, Viper. Ну, я не знаю, что можно теперь о нем сказать после того, что мы увидели. Единственное, что у него сбоку выхлоп, это прикольно. И пипец, какое жирное колесо. 355-я резина. 355-я резина. Алло, вообще, как дела? Как дела? Мне кажется, даже на нем нет зацепа. По-любому. Да.
Жестко, да? Да, впервые в жизни Bugatti Diva сфотографируют на фотоаппарат «Зенит». Смотрим. Брат, только вложись в этот снимок. Да. Я уже ранее вам рассказывал, что когда кто-то начинает говорить о покупке или продаже тачки, вольно-невольно первое, что приходит на ум, это Авито. И это неудивительно. Там тачки разлетаются как горячие пирожки. 5 миллионов пользователей ежедневно по всей России присматривают себе там машину. Поэтому, если задумываетесь о продаже своей машины, настоятельно рекомендую заглянуть на их сайт. Давайте ради интереса найдем похожую на эту тачку. Так, выставляем фильтры. BMW X5, 18 год, не битая. Цену поставим от 2 миллионов и посмотрим предложения в столице. Интересно, сколько их. Так, более 500 объявлений. Совсем неплохо. Тачка реально ведь крутая. Вот, давайте рассмотрим вот эту поближе. Продавец, сразу отмечу, что молодец. Добавил очень много фотографий с разных ракурсов. Перед фотосессией видно, что даже помыл машину. Это, кстати, очень важно. Даже добавил подробное описание, судя по которому продает машину, потому что хочет приобрести новый автомобиль. И еще самое главное, стоимость автомобиля, заявленного продавцом, соответствует Авито оценке. Это новая фишка от Авито. Инструмент анализирует состояние конкретного автомобиля, исходя из его параметров, и определяет уникальную, справедливую цену. Эта бэха как раз соответствует Авито оценке. Так что, продавцы, берите такие классно заполненные объявления себе на вооружение и продавайте свои машины выгодно на Авито. Ссылочку по классике в описании. Вот оно, двухместный едет. Здесь там эти перепады. Перепады? Вот здесь вот. Ну, смотри. Ну да. Че, садись, поехали. Поедем сразу? Ты уверен, что нормально со мной будет? 100%. Ну надо... А куда я сяду? Или здесь? А, давай. Сейчас поставим. Слушай, цвет как на гелике, да, один в один? Похож, капец, да. Да. Так, это, короче, Harley Davidson Sportster 1250. Ну, Sportster S, типа это. Sportster S. Я знаю, у Харлеев была проблема, это воздушное охлаждение, но здесь он на водяном. Короче, он уже современный мотоцикл. Ты его здесь купил, жить собрался? Или так чисто, чтобы Временно, временно просто. Временно купил? Ну, покататься просто. Блин, красиво, брат, красиво. Развесовка у тебя точно нарушится, брат. Будем на заднее вставать, понял? Я, кстати, пытался его поднимать, у меня пока не получается. Он либо с моим весом ему не хватает колесо продавить, он начинает Буксовать? садиться. Ази, короче, уже вон тут номер повесил. Вот Да, так. я снял рамку, да, поставил По идее, вот так. тут была вот такая вот рамка, и она вот номер вот здесь Да, был. и поставил вот эти, типа, интегрированные поворотники вместе с тормозами. Там, короче, тут и габариты, тут и поворотники. То есть, вот, видишь, вот сейчас поворотник. Да, гуляет, да. И тут же тормоз. Видишь? Ну, вообще прикольно, да. Так, когда голое колесо красивее смотрится. Да. Ну, короче, Азизу прям мотоцикл подходит. Азиз невысокий, и он на мотоцикле смотрится гармонично. А если на него сяду я, он будет как детский стул. Как будто ты BMX взял. Да, с да, мотором да. 1200. Да, чтобы стоя ездить. Вот, еще плюс этого Харлея, что он на ремне. Цепь это это, типа кстати, прикольно, это но вообще, ремень это это комфорт. очень О, все. Виталика Седуха Ну, на здесь еще районе. заглушка нужна, но уже без нее поедет. Сколько он здесь стоил? Если, например, сравнивать с ценами там, дешевле или столько же? В Москве сейчас такой мод стоит у дилера типа 2,5, а здесь он вышел 85 тысяч дирхам. Миллион 700 где-то? 1 600 000. Я не знаю, я не переводил, но примерно... Ну, короче, грубо говоря, разница есть. Но я думаю, плюс-минус та же таможня, и, Ну да. и получится одно и то же. Короче. Но ты купил не новый, да, чуть с Я купил пробегом? не новый, я купил с пробегом, потому что тот новый, который я хотел, я вообще хотел белый. А. Покупай белый, типа. Не, ну этот хорошо смотрится. А тут был уже с комплектацией, но у него пробег был там типа 800 километров. И он уже был с сидушкой, со спинкой, то есть вот с этим. Я вот только вот поставил рамку, поворотник, это все поснимал, и Не, все. кайф, кайф.
максимально такой жилой, плотный, со всякими базарами, рынками, с плотным движением, там, с пробками, светофорами, с узкими улочками. Короче, прям такой именно олдскульный город. Фух. Если честно, вообще очень комфортно на этом мотоцикле ехать. Я не знаю, как Азизу со мной. Когда едешь до 120, прям комфортно. Когда он начинает чуть быстрее ехать, уже, конечно, 80-100, вот так вот кататься, вообще кайф, да, брат? 100%. Ты когда сюда покупаешь вот этот держатель для телефона, Да. там ты должен купить демпфер, потому что разбивается камера на айфонах, понял? В камере айфона стоит стаб, понял? Если ты будешь ездить на мотике вот так, уже не первый случай, это еще было 5 лет назад, у нас пацан первый раз в группе написал, говорит, я установил камеру на камеру, iPhone. перестала работать. Камера перестала, открываешь камеру черную, чинили. Из-за сильной вибрации, типа, Да. когда она на мотоцикле стоит? Да, потом стали делать вот эти крепления, типа конторы крутые, Да. понял? Типа под iPhone специально. Да. Но, типа, все равно через какое-то время он выходит из строя. Пипец тут это, подводные камни мотожизни. Короче, тут все сигналят, тут пробки, прям вот, как и должно быть. С тобой, конечно, с весом тяжелее управлять. Логично. Да, вот. Но в целом норм. Тебе нравится мотоцикл? Да. А почему ты резко Харлей захотел? Слушай, а тут, короче, мы ездили по вот этим всем Дукати, МВ Августа. Короче, мы все здесь объехали. Если ты хочешь какой-то нормальный, хороший мотик, то это только заказ. Ждать его, да? Да. Какой-нибудь X-Diavel, один висел на Дубизу, но он, короче, просто не хотел еще один такой же мотоцикл, Ну хотелось да, новое разнообразие, что-то правильно. попробовать. И не прям уж и дорогой Ну да. вообще. Но на самом деле дешевле можно было, что я рассматривал. Я смотрел Скрамблер, это Дукати. Новый можно было, короче, делали скидку за 47 тысяч дирхам можно было взять Это новый. около миллиона рублей. Это меньше миллиона. Да. Этот R9T. Но не у дилера, а все вот в Это продаже. BMW, да? Да, но все в продаже на Дубизел, там 3 или 4 мотоцикла были с пробегами до 1000. Ну, думаю, что нет, надо Харлей брать. Ну да, ты ж уже взрослый. Да не, ну просто хотелось покомфортнее мод. Просто все равно Скрамблер и R9T был бы не Ну то. да, мы бы с тобой на нем вряд ли ехали. Не, мы бы поехали, но просто не так комфортно. Да. Мы, кстати, ровно год назад с тобой в Сочи Феррари снимали. Ровно год назад. Да, Пипец, теперь мы вместе в Дубае. Мы в смысле даже представить не могли, что так может получиться. Короче, все, мы приехали. Центр Дейры, это прям просто сплошной рынок. Сплошные ларечки, магазины. Капец, я еще 3 раза обжег ляжку, пока садился на него. Ну и ноги затекают все равно из-за того, что у меня рост большой. Здорово. Thank you. Ты понял? Тут, короче, если ты нагло лезть не будешь, то не вариант вообще проезжать. И, ну именно здесь. Вообще вот. Так вообще, по-моему, между рядов нельзя ездить. Там, где не старый Дубай. Все, на районе. Мы в Дубае. Мы в Дубае. Мы в старом Дубае. Тут прям колоритно и так, ну прям кипит жизнь, понял? Да, мне прям нравится. Ты все забрал? Да. А что ты тапки разул? Вот он, смотри. А. Аркаша идет, Аркаша. Здорово, Климка, как ты? Пипец, мы с кайфом доехали. Вот, смотри, запомни вот эту парковку, здесь 10 дирхам в час. Охуенно, спасибо. Не, ну, слушай, здесь зато удобно. И она забита, понял? 5 машин. Кстати, Климка занимается часами. Если вдруг у вас есть дорогие часы типа Ролексов, Или хотите приобрести, короче, Климка не только кодировщик, он как бы может и с часами помочь, или у вас их выкупить. Вон, Климка, покажи себе часы. Вот, благодаря знакомствам в Дубае Климка уже на Rolex себе взял. Прилетел. Хорошие взял. Как они называются, брат? Сабмаринер Сабмарина. с датой. Вот. Тут и строительный рынок Акос, кстати, вот. Все. Тут и подшипники продают.
тут все, что хочешь. Вон, люстры продают, понял? Насосы погружные для дома, все, что хочешь вообще. Брат, у нас как будто интеграция этого рынка, понял? Да, но тут реально... Не, я просто когда сюда приехал, я был реально в шоке. Тут Блин, Азия прям вдохновлен этим рынком. они на велосипедах вот так вот едут, по телефону разговаривают, курят и вот так вот едут. Смотри, даже тряпки есть, брат, офигеть. Тут реально, что хочешь. Свет. Смотри, свет. А Ручки, тут просто ручки. ковролин есть в Rolls-Royce, вон он красный, смотри. А как он тут кайфует? А не хотите прям здесь похавать? Как ты мне видео тогда в Инстаграме скинул? С винегретом, который в раковине собрался. Итак, с момента выхода прошлого эпизода пацаны уже построили, получается, этаж. Опа, на районе тут 6,3 AMG. Значит, вот она пятерочка, E3 четверочка. Это не реклама, ничего, просто делюсь, что это типа распространенно тут, что ты можешь вот так, не выходя из дома, заказать мойку машины, ну и если она, конечно, стоит не на паркинге, а где-то просто на улице, и тебе помоют машину. И помоют вроде как даже говорят нормально. Вот они уже одну фазу, в одну фазу, короче, они напенили, смыли и тряпками вытирают. В целом удобно, но непонятно, что там за химия, и как бы если мы дотошные пацаны паримся там, чем вытирать, чем не вытирать, но прикольно, что это есть. Удобно. Для тех, кто особо не парится, тем более, там, если тачка в пленке или еще в чем-то, в целом, почему бы и нет. Или если они сильно грязные. Естественно, они моют только кузов, но, в принципе, ты можешь оставить машину открытую, и ее помоют и в салоне. Чисто кузов вот так вот стоит помыть 55 дирхам. Это где-то 1000 рублей. Ну, а с салоном где-то 77 дирхам, это где-то 1500 рублей. Ну, как бы не дешево, но в целом функция прикольная. То есть развивать эту функцию можно. В России, я думаю, такое нельзя делать, потому что нельзя просто где попало разливать воду, насколько я знаю. А здесь, видимо, с этим проще. И если здесь открыть какой-нибудь детейлинг, мойку на выезде, то это было бы прикольно. Но опять же, это было бы прикольно, наверное, для нас, больных людей, которые парятся, чем мыть машину. Насколько здесь таких больных людей много, пока непонятно. Есть еще одна функция выездная. Но я тупой козел забыл открыть машину. Точнее, оставить ее открытой. Hello. Sorry. Это мобильная заправка. Тебе приезжают, заправляют тачку. Ну, нужно открыть либо лючок, либо машину открыть. Чтобы просто они с кайфом заправили, и все. Современно. Бензин тут везде одинаковый, поэтому вообще все равно, какая заправка. Ну и, естественно, ты это все просто через приложение оплачиваешь Apple Pay, и все. Вот есть 98 и 95. Машина реально чистая. Даже колеса, по-моему, начернили. Диски помыли. Разводов, конечно, не видно. Но в целом, почему бы и нет. Вот получается 40 литров, 118 дирхам. Это чуть больше 2000 рублей. Все с карты, еще с удовика спишется. Можно двигаться дальше. Вот, не выходя из дома, у тебя теперь чистая и заправленная тачка. Ну как ты? Отлично. Покажи камеру. Вот это моя мечта. Объектив я не знаю. А, и объектив, да. Ширик. 16-35, Микрофон, кстати, у меня такой же, знаешь. У тебя old school, братан. Здорово. Как ты? Отлично. Тоже снимаешь что? Да. Я когда с такой снимать начинал, что же камера. Да. Это третий Марк. Да. Ну, у меня, считай, такая же, только типа компакт. Когда на Ютубе строил свою Карьеру? Да. Привет, Костя. Как ты? Отлично. Что, вас поздравить можно? Да. Поздравляю вас тогда. Спасибо. Расширяетесь? Да. Как это? Интернациональная? Экспансия. Окей. Что будете тут делать? Делать машины так, как надо их делать. Или так, как их здесь Пленить привыкли и полировать? делать. Да, пленить, полировать, клеить. А Ну, мыть? Мыть, в Мыть конце самое концов, главное, да, мыть. согласен. В первую очередь от лица всей компании Brooklands я сегодня удосужен сказать вам огромное спасибо за то, что вы разделили с нами этот день. Как я уже говорил,
Для нас это абсолютно новый шаг, новый этап, потому что все, я думаю, кто здесь присутствует, прекрасно знают, что в России нам удалось построить достаточно крупную компанию, которая в какой-то степени является первой в нашей стране. И сейчас мы сделали этот шаг для того, чтобы проверить себя, что мы можем сделать здесь. Рассказать им о том, что ухаживать за автомобилями на мойках одной тряпкой с дисками и с крыльями, наверное, не совсем правильно. Я хотел бы передать слово Илье. Вам всем привет, в общем, передаю с Майами. У нас тут 8 утра, только вот рассвет был, еще даже чуть темновато. Вот, хочу еще раз вам сказать, Костя уже сказал огромное спасибо, что вы пришли. Действительно, для нас очень такой интересный, важный день, новый этап, можно сказать. Если кто-то среди вас уже делал там какой-то бизнес в Эмиратах, открывал компании или там хотя бы какие-то документы, я думаю, что вы можете понять, о чем я просто говорю, да? Понимаешь, я думаю, что есть кто люди, кто счет в банке там могут открывать. Там. От вас я хотел бы попросить немножко помощи и поддержки, потому что нам в первое время она, конечно, потребуется, чтобы лучше стартануть. Я говорю там и про какие-то советы, про какие-то рекомендации нас, потенциальным клиентам. В общем, мы очень рады видеть новых людей, мы дружелюбные, мы общаемся. В общем, вот, Костя, я не знаю, если есть желание какие-то вопросы, может быть, задать, могу поотвечать. Если ты уже на все вопросы ответил, тогда просто не буду вам больше надоедать, пойду завтракать, а вы офигенно отдыхайте, кайфуйте. Вот. Какой план? Друзья, есть кто-нибудь, кто хочет задать вопрос Илье? Илюх, у нас нет вопросов. У матросов нет вопросов. Ну что, я вам желаю хорошего вечера. Спасибо, что пришли на открытие. И еще увидимся. Как провести церемонию открытия, где резать веточку, где сделать этот, так скажем, ритуал. И мы не придумали ничего лучше, чем взять и просто выдать нашему клиенту, по сути, первую крупную клиентскую машину, которую мы уже сделали здесь. Под ваши бурные аплодисменты, дорогие друзья. Здесь, кстати, установлен настоящий арабский Абрамович. Блин, почему он на М2 так не звучал? Кстати, у М8 такой же цвет, как у меня, естественно, белый. Тоже керамика золотая и юбилейные значки. Очень красиво, мне кажется, смотрится на белом цвете. Эти значки. Короче, пацаны открылись в Дубаях, если вдруг кто не понял. И с кайфом теперь можно здесь и помыться, и обслужить машину. Если вдруг будете, приезжайте к ребятам в гости, тут очень круто. Всегда тут, я думаю, будут стоять крутые тачки, так же, как и в Москве. Спидстер. Все мы уже поняли, что это проект моих друзей под названием CCD Plan. Это игра с уникальным и широким комьюнити, где вы никогда не заскучаете. Огромный выбор машин, множество трасс, постоянные обновления и улучшения. Любите вы старую школу BMW, классических британцев, суперкары, мотоциклы, вы точно сможете собрать свой гараж мечты. Если вдруг вы там построите какой-то реально прикольный проект, присылайте мне, будем вместе обсуждать, смотреть, что там, как. Парни стараются, поэтому вам стоит оценить. Заходите, играйте, кайфуйте, ссылочка по классике в описании. Открой. Hello. Hello, boss. Yeah, welcome, sir. Have a nice day, boss. Блин, охранник на автодроме, это отдельная серия эпизода. Итак, из того, что я узнал, вот эта вот вся штука, она типа не стоковая, но она сделана под сток.
чтобы выглядело все лаконично, но при этом тут есть Bluetooth, USB, короче, именно современная мультимедиа. Даже название трека там пишет. Не знаю, будет видно или нет. И как выяснилось, автомат здесь 5-ступенчатый. Они были 4-ступенчатые, но именно на этом моторе он 5-ступенчатый. Но Довик хочет поставить механику. Да, механика тоже. А мне наоборот нравится, что она вот вся заводская такая. Этот, кстати, не закрывается из-за того, что из-за жары расплавился здесь клей и засох. И она теперь всегда в открытом положении. Да, не показывает. Светит. Ну, да ладно тебе, господи, он стесняется. Что ты здесь перешивал? То есть ты сиденья, дверные карты, руль, да? Карты. Здесь тоже перешили. Потолок. Это не родное, да? Это не родное, Алькантара не родное. А Алькантара шла когда-то в родне или это уже была? То есть... Да. Я понял. Ну, хотя бы я так видел, и мне так сказали. Ну, руль не родной тоже. Airbag там этот стоял большой. Некрасивый, да. Ну, кто-то забрал их. Ну, есть. Вау. Это докатка типа? Да. Или это прям колесо? Это прям полноценное. Прикол. Ёбаный рот, оригинал нахуй, нихуй, блядь, собачка. Хорошо, что ты матом выложился. Оригинальное запасное колесо. Это вам не шухры-мухры. А чего не хватает? Ну вот маленьких ключиков. Трех Ничего себе ключей. набор. В М2 нет такого набора. А вот это что за значок там? Там домкрат должен быть. Но его нет, да? Нет. А она из Японии, да? Да. Ну, ты ее купил здесь. Да, ну я первый владелец здесь. То есть ее привезли, и ты ее тут купил? Да, я один раз ее посмотрел, потом как-то забыл, но потом опять задумался. Реально вот год. Вот сейчас как я уже купил ее. Да. Год и 10 дней. Ну, состояние, когда купил, было чуть по-другому. А что ты с ней делал? Что я только не делал. Ну, помимо перешива салона там... Салон, все перекрасил. А, ты ее красил все? И она, получается, до рест, правильно? Потому что в рест Она там переходник, если переходная? честно, да. Типа у нее что-то от дореста, что-то от реста? Просто вот, ну, то, конечно, это все знают про ноздри, что это не широкие. Это как будто главное отличие от Ну реста да, и да. до реста. Почему вот ты захотел купить эту машину? Эту машину я захотел очень купить из-за того, что у моей бати она была. Она была селебриста, я очень хотел, чтобы она была бы селебриста, и она у его была 520i. И была механика. И вот всегда хотел 3.4, чтобы она поводить ее, как-то почувствовать, что это за машина была. Потому что я на 3.4 так и выучил водить машину. Это как будто какая-то история. Очень много всяких вспоминаний с 3.4, когда мы ездили, там, не знаю, в Чехию, в Польшу, по Литве, там, в море. Бублики крутили тоже, помню, зимой. Но я, конечно, был молодой. Я еще помню, когда на пассажирской стороне сидел, я папе переключал скоростей. Это как-то машина детства, знаешь. Это, такая машина для души, я бы сказал. Для меня хотя бы. Это, не знаю, не про самую красивую, не про самую быструю. Это просто машина для души.
Давай пообещаем, что мы накинем в следующем эпизоде сток колеса, Да, просто да, попробовать покататься, посмотреть, как она будет выглядеть. Прикольно, да, иметь такую вот для души прям вот что-то кайф такой иметь, чтобы просто всю жизнь ее, ну, не то что делать, а как-то, ну, реставрировать, что ли. Кстати, по поводу реста, Дорис или рест, это Дорис, но переходная отличается то, что зеркала уже идут на ножке, а на Дорисе они как на 124-м, такая цельная выглядит зеркало. И то, что крылья с поворотниками, это тоже переходная версия. На вот Дорисе всё. они без поворотников были. Автоэкспертиза подъехала. Я вот сначала купил одну такую в Москве, Да. 34-ку, 525 на механике, рест. Я ее так любил, а у нее оказался вин от чужой тачки. Перебитая? Перебитая, да. Ее вернул обратно. Купил вторую 34-ку, а она оказалась дырявая. На этом моя история с 34-ми закончилась. Понял. Вот для меня тоже все, ну, 34-е, всегда их воспринимал как какие-то дырявые, потому что они все, ну да, дерьмовые. Ну, в рашке они укатаны все. Да, и вот таких я никогда не видел. И проводка в ней еще стоит. Это что значит? Но они были двух типов проводки. Low и high. Вот здесь уже high стоит. Типа круто? Ну это хорошо, да. Можно оснащать ее нормально. Типа всякие там НБТ ставить? Ну не настолько, типа, ну просто в low проводке они прям вообще жиги были. Не-не-не, рано, да? Что? Рано? Ну давай, да. Клим кайфует с того, как капот выезжает. Давай, заново. Кайфанул? Bad look. Да? Ну типа как на девяточках bad look, знаешь, так наваривали на пару. На девяточках. Красота. По песку покатались уже. О, ну все. BMW Granite Silver. Металлик. Granite Silver. Это так ее цвет называется, да? Да. BMW, говорю, конечно, раньше были крутые, все вот эти вот резиночки, как они, даже не резинка, а бархат, из бархата сделан. Всякая такая мелочь сделана топово. Сам пластик намного качественнее. Ну да. Ну она ж по экологии, там, если она горит, то она прям вредная. Ну, такое возможно, да. Ну да, потому что... Еще по истории, эта машина BMW в этом кузове была первая полноприводная BMW. Но это не полноприводная. Но с этой появились полноприводные. Так, а фары темные, это что значит? Да, ну это не Hello Black, но это Depo. Некоторые их не любят, потому что они светят как будто. А поворотник в пленке? Поворотник оригинальный, но в пленке. Понял. Но кресты имеются, Да, пацаны. кресты, да. Это хорошо? Ну, это круто. типа а-ля фетиш такой в 34-м. Да. То, что На они черные. крестах, короче, на крестах. Так, про туманку что скажете, пацаны? Просто новая противотуманка. Понял. Урчит. Чисто песочница большая, реально, и все в ней играют. Такую машину, если продавать, то только, наверное, если взять такую же, но лучше, хотя что лучше? Только если, чтобы мотор был другой. Ну Но да, смысл? V8. Не знаю, мне нравится, что она вот такая шестикотловая, настоящая BMW, в плане с BMW-шным, с настоящим мотором. Потому что V8 это нет ассоциации с BMW все равно. Ну, именно исторически. Таких моторов больше было. Правильно говорю, брат? Шестикотловых? Да. Да, конечно. Все. И то, что она на автомате, это прям стилек. Надо колеса сток, и будет вообще пожар. Очень да, я, кстати, видел. Это что красная значит? бомба. Это просто тюнинг Заводской. заводской? Да. Типа опции. Они, Ну то, что возможно, сейчас для карбон файбер спойлера ставят. Они, возможно, просто на разные рынки шли. Вот. Ага. Но прикол в том, что там настолько уже тачка классика, что даже красную бленду найти очень тяжело, чтобы она была не aftermarket, а заводская. Они уже все в трещинах. Бленда это, короче, вот прям под номером, вот по вот этой вся красная, рамке, да, да, красная. Но Красный она... или черный? Да, еще была Hello Black. Пластиковая, да. И оптика была Hello Black. Да. И бленда была Hello Black. Но про это вообще уже можно забыть в 23-м году. Не найти такое? Ну, практически нереально. Либо за огромные деньги. Да. Пес, сколько тут фетиша в одной машине. Тут очень много. What a beautiful, delicate face you've got. What a beautiful, innocent face. What a beautiful, delicate face you've got. What a beautiful, innocent face. What a beautiful, delicate face you've got. What a beautiful, innocent face. What a beautiful, delicate face you've got. What a beautiful, innocent face. В общем, мы приехали
парк, в котором сегодня Гранд Пикник от Flat 12. Это вот то кафе с тачкой. Это просто парк, где сегодня будет куча машин. Как мне сказали, где-то 1500. Мы, естественно, на классике залетели. Ай-яй-яй. Реально в какой-то фильм приехали, по-моему. Вот он. Hello, brother. Hello. На такси у нас присесть. Здорово. Здорово. Как ты? Идеально. Приняли, да? Он, короче, ко мне подходит, типа показывает, есть QR-код или я не знаю что. Я говорю, ничего нет. И он мне дает наклейку. Короче, поехали, давай. Рядом Все, это ж approved? Да. Ну, кайф. Face you've got, what a beautiful innocent face. What a beautiful dark face you've got. What a beautiful innocent face. Too many times, just when it's getting hot, I turn to stone in the middle of the law. Don't ask me why, I'll tell you the reason. Who is the one who gives me such confusion? The music cries inside my brain. Too many times, it feels like pain. Sometimes I wonder if this stagnant passion will be the death of a single-minded person. Oh, give me something I can't remember. Oh, give me something I won't dismember. Да, прикольно было бы тут свою палатку поставить там, с мерчом, с наклейками, с тачками. Можно здесь. Давай ты меня отрегулируешь, чтобы мы красиво встали. Есть. Кофе просто. Все, классика на районе. Окна, видишь, по-стенсерски открыл, чтобы на одном уровне. Конкуренция на районе. Вас можно снимать? Да. Здорово. Здравствуйте. Здорово. Офигеть у вас оборудование. Аппарат. Вот это уровень, вот сразу видно. Слава богу, не это, нашу мать, она уже все. У него Ну чё, как вам? Пару слов туда-сюда мне скажи. очень нравится, я хочу переснять половину автопарка, как до сюда добраться, я не знаю. Я пытаюсь своим видом показать, что я могу, а им как бы не интересно. Причем с некоторыми договариваешься, они такие, все, братан, вот, Лио вашей стоит. Да, обменялись телефонами, Ага. просто галочки в WhatsApp синим горят, что он читает, и все, и ты такой, спасибо. А, вы типа договорились, чтобы отдельно подснять? Да, у нас много тут машин, которые нам знакомы, но... Блин, молодцы. но нет. Сложно, да, в общем? Сложно. Ладно, удачи вам, еще увидимся. Не прощаемся. Да. Да. 80% машин, которые здесь, я никогда в жизни не видел. О, М2 новая стоит. Малышка. Брат, смотри, сейчас подумал, что украл. Надо на память взять. Да. Это ж они организаторы этого мероприятия? Flat 12. Правильно я сказал? Все. А ты знаешь, в чем прикол, почему она оделась так? Нет. Дресс-код есть, винтедж. Реально? Да. Прикол. Ну, я постарался, короче. А я не знал. Я как на футбол приехал. А, реально, глянь, все как-то одеты, я даже не заметил. Ну, не все, кстати. Алина вот просто в кепке. Кошка. Здорово. Здорово. Могли встретиться. Да, Только возле неожиданно. М2. А, ну да. Я отсюда решил пойти туда, и пока это две лучшие машины, которые я тут нашел. Рыжая и голубая? Вот он. Кошка. Вот один день кайф вот так пожить. Выехать куда-нибудь. И переночевать в тачке, в палатке. Вообще класс. Прикольная тема. Я б попробовал. Вот пацан шарит за пленку на фары. Красиво смотрится. Спидстер. Руф, подожди, а почему у него руф на гайках? Просто гайки, а колеса, может, руф на механике.
Это тот же GT3, вот в этом поколении. Но типа вот с такой крышей. Короче, я понимаю, что я бы на Сильвии сюда смог вообще залететь на изи. И на М2 тоже, учитывая, что там стоят стоковые М2, задранные. Вот, на эрбэхе. Все как положено. А при виде этой машины сердце замирает. Я прям чувствую, что это вот то, что нужно. Тут вот прям Феррари привезли свои новые тачки и старые. То есть это не местных машины. Хотя, может, и местных просто здесь стоят. Тут все реально, все может быть. 328-я, как BMW, кстати. Так, ну это SF90. Это я не знаю, что. А это типа писта, наверное, какая-то заряженная, кольцевая. 488 Challenge Evo. У них тут свой лаунж. Короче, вообще кайф. Я таких машин никогда не видел, даже не знал, что они существуют. И когда добираются сюда. Это тоже Феррари? Вая. Блин, цифру надо делать на тачку. Смотрится бешено. Ягуар. Не, мне кажется, надо круглую делать. Круглая красиво смотрится. Олдскульно как-то. Вот эта тачка. Где? А, вокруг нее стоят местные, да? Это вообще Круто, что мы мимо Ford GT вообще проходим, чтобы посмотреть на дубайскую. Как это правильно называется? Я не помню, как это правильно. Короче, это местная машина, арабская. Вроде арабская. И... Тачка в форсаже прыгала с небоскреба на небоскреб. Да, которая по зданиям прыгала в форсаже. Слушай, ну по качеству как-то топорно она сделана. SVG. Вот этот Макларен, единственный Макларен после P1, который мне нравится из-за вот этого выхлопа. Надо запомнить, как он называется. Это же 700 LT, да? 765 LT. Вот он мне нравится. Вижу BMW классика. Это же Z8, да? О, блин, ее бы на полировочку загнать. Крутая. Вообще крутая. Что-то такое переходное от совсем олдскульного к современному. Это же самая роскошная машина BMW. Да. О, Эдик Брутал Кар приехал, тоже фиг набрал, блин. Тут они вечно любят приезжать, тусить где-то и не набирать, блин. Интересно, это настоящий Black Series? Хотя, мне кажется, тут можно вообще не сомневаться, да? Ну, я бы сомневался. Думаешь? Да. Мне кажется, это Black Series. Ну, вот это очень похоже на Black Series. Особенно если человек такой поставит. Согласен. Полипозишены. А как тебе вот это GT2 RS? Или не RS, не знаю. Нет, это обычно. А есть GT2 обычный? Да. Ничего себе. Зеленые тачки смотреть. Вон там Ярис ГР, например. Ну, она полноприводная же, да? Да, и у нее мотор сколько? 1,5 литра, это 1,6. Но она дунутая нормально, да? Там сил 200 в ней? Под 300. Под 300? Фу, да это вообще с головой для такой малышки. Да, я покатался на такой. Она на Акроповичу. На такой бы я тоже покатался, знаешь. Как, прикинь, вот на ней парковаться на паркинге у нас дома? Чисто бильярдный стол. Слушай, я к ним относился нейтрально до тех пор, пока меня Азиз не прокатил на своем корвете. И я офигел, как он круто управляется. Для меня американские тачки это было что-то тупое и мощное, которое никак вообще не рулится. Я их даже в Need for Speed не покупал. Но мне зашел, корвет мне очень зашел. Блин, они продолжают приезжать. Вот такой Ай-яй-яй, ай-яй-яй, ай-яй-яй. Хватит эти прошествия. Правда, Да. РС и жижу. Это вообще... Брат, пойдем посмотрим, как они едут. Что за стилек? Подожди, это она не кабриолет? Она снимается, да? Да, хардтоп поставил.
Слушай, прикольная тачка. Вообще классная. На GZ на 1000 сил. Да не, ну это борщ. Смотри, она на ковшах у меня в Сильвии такие же. Сзади ничего нет. На этой кулисе. Забыл, как она. Как эта кулиса называется? Смешно, что мы в натуре с Ярисом. Бля, у него кованый карбон на крыше. Это идеология типа... Мотек. Ничего себе. Да, реально, 265-е колесо в круг и нормально сидит. Офигеть, 18, 265, 35. На такой маленькой тачке. Да, она, походу, реально прилипшая к земле ездит. Они продолжают приезжать. Ну, это обычка. Это тоже обычка. Твоя Ромчик Голиков, привет тебе передаем с Дубая. Катафалка на районе. Ну, блин, не на абхазских номерах не смотрится, конечно, но что поделать. Вот, я бы вот такую хотел, просто белую, скромную РС-ку. Ну, GT3 или, наверное, только GT3, GT2 рано. Да, любой вообще. Мне очень нравится вот любой. сочетание белых с красными полосками, ну, вообще с цветными полосками и колесами. Фара запотевшая, ну, фонарь, сорян. Ну, ты выбрал какой-то не самый удачный. Да. Ну, зато на нем не жалко ездить, понял? Согласен. Вот с кайфом пацаны чилят. Жук, блин, вообще стиль. Просто бешеный стиль. А вот это как тебе? Не, она похожа на гараж такой, который сверху машину закрывает. Ракушка, да. Самое главное в этом мероприятии — это то, что тут бесплатный вход. Просто заходишь, гуляешь по парку и смотришь тачки. Вот тут уголок машин, в которые я никогда в жизни не помещусь. Машинки из Happy Meal. Ой-ой-ой, это что такое? Это почему так? В чем прикол? В том, что его никогда не мыли? Это же, если она не в пленке, это все поцарапано всеми этими надписями. Кайф вот так же к тачке относиться, что типа вот что-то поцарапал и... Ой, рассказывай. Чужой? Нет, к своей. Кто будет в порту встречать мою машину, а кто ее будет без контейнера? Не, я же говорю, что ну мы больные люди, а кайф вот так, как все относиться. Ну так не кайф, если честно. Ну типа не париться, короче, понял? Да ты ж мой хороший. Я думаю, что здесь машины любого класса, любой... Вот, ну, в мире, мне кажется, такого количества машин, как здесь, нет. Только если в Америке. Но мне кажется, что точно не хуже, а то и лучше. О, слушай, там GT4 стоит. Как вы, пацаны? Все классно. Как вам пикник? Как тебе моя выставка? О, хорошо собрал. Вот там Феррари, если что. Которую угнали? Да. Верну? Которую угнали, там нет, другие. А что с Феррари? Пару Всё слов ужасно, расскажи. не вставляй это, это не про меня, а про... Я Что именно? Угораю, естественно. Про угнанную Феррари? Нет, про эту мою выставку. Да ладно, все и так поняли, что ты с иронией, перестань. Расскажи, что у тебя угнали здесь Феррари. Рассказать еще Ну, раз? сюда не рассказывал, пацанам В расскажи. общем, короче, в Дубае есть схема. Приезжают чуваки вечером специально, выписывают те левые чеки банковские. Давай поясним, что ты выставил на продажу Да, Феррари я продавал Люса машину. здесь. Да. Ее И приехали смотреть. Ее приехали смотреть. Дали мне ненастоящий банковский чек, ненастоящие документы. В Дубае часто пользуются банковскими чеками. Многие люди, потому что мы не привыкли Да. пользоваться. И это нормальный инструмент здесь в оплатах и так далее. В общем, мне дали паленые чеки, на которые, ну, были просто как подделанные, там, 5000-я купюра. Но об этом ты узнал, когда машину уже увезли. Да, я отдал машину, но не переоформлял ее, пошел в банк наличить чек, в итоге чек не настоящий. И мне говорят, идите в полицию. Вот. Я сразу же пошел в полицию. Уже 3 недели прошло, ни привета, ни ответа. Но Выводы как бы могут делать она сами. у тебя застрахована, и Да, если она полиция... застрахована, она в угоне сейчас, куда она уехала, никто не
знает, найти никто ничего не может. Короче, да, можно сказать, что Глеб просто сам отдал машину. Я под всеми камерами в центре Пальмы, человек без маски, отдал машину, грубо говоря. Ну, ты отдал ключи, он тебе чек, и типа вы договорились на следующий день переоформить. Да. Ну да, понятно. Ну и как бы ни машины, ни человека. Ну, скорее всего, ее уже разобрали и продали. Я думаю, что- Блин, это обидно, ты представляешь? Вообще, говорят, схема такая, что грузят в контейнер прям вечером. Человек улетает там в Пакистан или из Индии, куда он там. Вот, и машина уезжает там куда-то. Блин, то есть ее реально вывезти отсюда, да? Слушайте, да, нам уверяли, что вывезти машину из страны без разрешения нельзя. Вот мы вчера проезжали через границу, у нас никто ничего не спросил вообще. То есть, проблемы вывезти машину в целом никакой нету. Основная проблема всех людей, что все думают, что в Дубае такого не бывает. На самом деле, много чего бывает, поэтому будьте как бы осторожны. Согласен. Обязательно думайте и вспоминайте. Вообще почитайте истории в интернете про мошенников. Там много всего интересного. Я уже сам после начал изучать всю эту историю. Ну да. Ну, короче, Глеб не расстраивается, потому что я так понимаю, что если полиция подтвердит, что все, машину угнали, то страховка тебе выплатит за нее, правильно? Ну, тоже тонкий момент. Вопрос, какой репорт даст полиция. То есть это мошенничество или это угон. Как они это классифицируют, и как страховые. Это на следующий эпизод я расскажу. Я понял, да, будут новости, расскажешь. Сейчас добавим: Феррари кусок говна, не покупайте машину. Вот такое заявление, Да, сделано как будто дядя Вася. Где-то непонятно собрано в каком-то гараже. Чисто дубайское мнение. Porsche One Love. Красава. Фига у вас тут чил, блин. Загораете в тени? Да. Молодцы. Мероприятие топ. Огромный респект Flat 12. Не знаю, будут они это смотреть или нет. Довик, ну ты рад? Да. Брат, спасибо тебе за кепку. Через год, надеюсь, мы сюда снова приедем. Обязательно. На этот фестиваль Flat 12. Гранд пикник, все дела. Здесь будет какая машина? М2CS? Да. Блин, честно, да, очень кайф. Возможно, мало кто поддержит мою эту всю идею, что типа зачем сюда везти тачку, она должна быть дома. Но она так же, как и я, в любой момент успеет вернуться домой, правильно? Да. Ну, вот. Вы же еще молодые люди. 100%. А как тебе? Брат, я в восторге, честно. Вообще. Я же тебе говорил, вот в этот день ноль планов у тебя не может быть, ничего. Да, спасибо тебе за 34-ку, за то, что ты дал возможность стать участником и заехать сюда красиво. Передоз вайпера, мне кажется, за день. И на треке вайпер, и здесь вайпер, еще вайперы. Это как, Z8 много. Когда сел в машину и появились вокруг, да. Появились тогда. Да, Феррари. Это стиль. Это дорого. Да. Серьезно? В Британии? Пригнал сюда? Ну да. Стиль пипец. И вот она. Кошка дворовая. А, это не М3, это 335. На ковшах. Ну да, прикольно. 800. 800 сил? Да, моего друга.
Короче, реально глаза разбегаются. Нужно 2-3 дня, чтобы такое Да, было. GT2. Очень много. А, желтая? Да, очень красивая и красиво 1М. стоит. Очень часто. я 1М, да, кстати. Папа М2. Здесь для машин рай. Несмотря на то, что тут постоянная жара, но это можно контролировать, и машина особо не портится. Зато тут нет грязи, нет дождей, нету соли, реагентов. Всегда сухие дороги. Что-то говорю, вот этот парк, он чисто мне вот такую мотивацию дает. Но год назад это же было вот этот event, была мотивация, почему у меня 5 есть, 3 4. Если не этот event, я бы тогда ничего, думаю, не делал. Типа из-за этого ивента ты захотел себе что-то олдскульное? Да, вот именно вот почти сейчас вот год совпадет, как у меня 5 есть. Автокультура порождает автокультуру, получается? Зарождает, в смысле? Да. Зарождает. О, ничего себе, у него целая полмашины. Это капот. Ну, это уже, блин, даже не интересно. Это вообще. Вес. Кстати, на юбилейных значках. Угу. Офигеть. Реально Форза какая-то. Нет, это Vice City, GTA, Ну, Vice да, City. вообще, да, Чисто. мы в GTA, да, я забыл. С модом на все крутые тачки. Сейчас будут, видимо, уже ночные кадры с суперкарами. Я поеду вот в этом Ford Bronco и подсниму парад, как они красиво все катят по треку в ночное время. Мне кажется, это будет что-то такое прям волшебное. Потому что все равно Дубай — это прямая ассоциация со всеми этими гиперкарами. И как без этого? Как без этого? In a way, it's all a matter of time. I will not worry for you. You'll be just fine. Take my thoughts with you, and when you look behind, you will surely see a face that you recognize. You're not alone. I'll wait till the end of time. Open your mind. Surely it's plain to see you're not alone. I'll wait till the end of time for you. Open your mind. Surely there's time to be with me. Oh, you're not alone. I'll wait till the end of time. Open your mind. Surely it's plain to see you're not alone. I'll wait till the end of time for you. Open your mind. Surely there's time to be with you. Сейчас будет информация для, наверное, самых близких и преданных зрителей, потому что вряд ли какие-то новые зрители так легко посмотрят такой длинный эпизод. Сорян, что они такие получаются. Я не специально. Так получается. Меня это очень внутри тоже мучает, что, долгие эпизоды, их невозможно смотреть. Это не привлекает каких-то новых зрителей. Но надеюсь, что скоро какой-то я баланс уже поймаю. Но вообще хотел немного пооткровенничать. Давно я это не делал. Сейчас происходит в жизни переломный момент, такой же, как был когда-то там с предложением до выдача, с покупкой М2. Ну, наверное, никогда не было такого глобального события, как сейчас происходит. Я всю дорогу был честен со зрителем, всегда показывал в видео все как есть. И хочу оставаться честным, поэтому сейчас вот включил камеру, чтобы немного поделиться своими мыслями. Мой канал,
все зрители, которые на нем есть. Это, по сути, часть меня, часть моей жизни. Поэтому я хочу, чтобы оставалась какая-то такая теплая, родная связь. Возможно, многие не поддержат мою идею. Я в Дубае. Все уже это, наверное, поняли. Хотя многие все пишут, типа, ты в Сочи, ты что там в Ростове. Я сюда приехал не ради одного эпизода, чтобы что-то снять и уехать. Я сюда приехал попробовать что-то новое для себя, в плане попробовать пожить в другом месте. И, ну, не так, что я не на том уровне жизни, чтобы просто переехать куда угодно и остаться там жить. К сожалению, еще до этого не дорос. В Дубай легко попасть, нет особых проблем с документами, чтобы сюда прилететь. Здесь крутая автотусовка, здесь всегда хорошая погода, за исключением лета. Вернуться в Ростов я всегда успею, но сейчас я как-то настроен на то, чтобы постараться здесь за что-то зацепиться, попробовать себя, возможно, в чем-то новом. Может быть, найти какую-то работу, потому что жить здесь чисто на YouTube, на всю ту рекламу, которую вы терпите, сложно. Я, к сожалению, не на том уровне, чтобы заряжать какие-то бешеные суммы. Вообще, конечно, кайф быть на том уровне, чтобы вообще не было рекламы, чтобы ролики были чистыми. Я хочу попробовать здесь что-то найти, какую-то работу, желательно, конечно, связанную со съемками, чтобы был какой-то доход, чтобы получилось здесь остаться. Какой-то ответственности у меня нет в плане там детей или каких-то там долгов, кредитов. В принципе, работа и съемки позволяют мне здесь находиться. Конечно, это сейчас очень сложно в плане того, что здесь все равно что-то дороже, что-то дешевле, но денег не очень хватает. Очень хочется вот для себя лично, пока возраст позволяет, пока, как я уже сказал, нет какой-то ответственности за кого-то, попробовать себя, чтобы пожить где-то, кроме своего дома, и попробовать себя в чем-то. Не в чем-то другом, а в съемках, но вот в другом месте, там, где сейчас есть какое-то процветание, где куча тачек, где погода. Ростов — это мой дом, я не отказываюсь, не переезжаю с концами. Ростов вот просто настолько во мне. Сочи, Ростов, весь мой юг, все вот улицы, я закрываю глаза, и почему-то вот мысленно я могу оказаться где-то на какой-то улице в Ростове и увидеть какое-то здание. Я не знаю, как это происходит на подсознании, и я понимаю, что я очень скучаю, мне очень этого не хватает. Но, блин, вот хочется, я почему-то верю в то, что здесь есть вероятность, что что-то получится, чтобы что-то заработать, может быть, здесь тоже получится купить машину. Почему бы и нет? Вернуться в Ростов я успею всегда. Ну и самое, наверное, важное суть этого всего разговора. М2 уже стоит в гараже почти 5 месяцев, наверное, или даже уже почти полгода. И у меня душа болит, как за что-то родное, не знаю. И не перестает посещать мысль, чтобы сюда ее забрать. В принципе, не прям дорого ее сюда привезти, но и не супер как бы дешево. Не как на эвакуатор заказал и привез. Возможно, кто-то подумает, что все, машину забирают точно с концами. Нет, я подумал, что даже если я здесь пробуду год, почему бы машине не пробыть этот год здесь со мной? Если вдруг что-то не будет получаться, если придется вернуться, без проблем вернемся, потому что я все просчитал, и обратная дорога для М2 отсюда не настолько затратная, как в эту сторону, потому что здесь, чтобы она легализовалась, ее придется растаможить, а таможня здесь стоит 10% от рыночной стоимости. Только вот я не понял, рыночной стоимости у нас или здесь. Ну и, соответственно, если возвращать ее обратно, машина уже там растаможена, и только нужно будет за транспортировку заплатить деньги. По поводу транспортировки тоже еще изучаю варианты, но как бы все равно смысла нет пока что-то конкретно изучать, пока не зацеплюсь за что-то здесь. Что-то там какие-то деньги найду, привезу ее сюда и сразу пойму, что, не получается у меня здесь ничего делать, не идет. И будет тогда уже сложно вернуться, потому что ответственность в виде машины здесь появится. Но я почему-то очень верю, что все получится. Много планов в плане контента, и куда-то отсюда полетать. Бешеная идея висит в голове по поводу того, чтобы слетать в Японию, снять там какой-то
эпизод в виде фильма. В общем, делюсь с вами мыслями, делюсь с вами целями. Попробовать кинуть здесь якорь. Да, в этом типичном Дубае с этими суперкарами, которые вообще особо никому не интересны. Хоть что-то, хоть какое-то изменение, какое-то испытание для себя. И очень хочу, чтобы машина была рядом. Ну и самое важное, точнее немного даже страшное, что все ближе 100-й эпизод, и он по-любому должен быть какой-то особенный, важный, переломный. Пока что в целом так все и складывается, что он будет не такой типичный, как все эпизоды. Но пока что сложно вообще понимать к 100-му эпизоду, где я буду, где будет М2. Хотелось бы, конечно, для 100-го эпизода чисто в Ростове, в гараже собраться, мангал кинуть. Чё за кайф. Да, ради какого-то будущего приходится всегда чем-то жертвовать. В этом случае, наверное, нужно немного потерпеть. В общем, пишите мысли свои. Мне интересно, кто-то, может, что-то предложит, какие-то идеи. Ну и всех самые часто задаваемые вопросы, просьбы по поводу «подстригись, пожалуйста». Подстригусь после 100-го эпизода.